Итак, в нашей реальности обычно мы думаем о времени как о чем-то стабильном и неизменном. Как с этим соотносится теория относительности Эйнштейна? Вы когда-нибудь сталкивались с обсуждением относительности в программе? Да, обсуждалась неверная часть уравнения. Часть уравнения, которую нужно перевернуть. Более поздние труды ученого были лучше, но их подавили. Согласно Эйнштейну, когда вы приближаетесь к скорости света, время для вас замедляется. То есть, вы могли провести в корабле неделю, а на Земле прошло бы 1000 лет. Согласно его знанию уровня технологии, это может иметь смысл. Когда я принимал участие в программе, тайной космической программе, у меня было много времени сидеть и смотреть в стеклянный планшет. Мне удалось познакомиться с колоссальным массивом информации. Например, под поверхностью Земли обнаружили существ, именно под поверхностью, обычно под горами, могильными курганами в индейских тумулусах нашли существ, ни живых и ни мертвых. Их навали статическими существами. Оказалось, что использовалась технология, гораздо старше технологии, так называемой расы древних строителей. Такая технология позволяла лечь либо в саркофаг, либо на каменную кровать, и вокруг создавался временный пузырь или колодец. Внутри него время текло медленнее, чем время снаружи. Существа не впадали в статическое состояние и не выглядели замороженными, как могло бы подумать большинство людей. Такая технология просто меняла восприятие времени. По-видимому, существа принимали что-то, что заставляло их засыпать. Наверное, им казалось, что они проспали всего 20 минут, а прошло 30 тысяч лет. То есть, вы говорите, что за 20 минут они проскочили 30 тысяч лет. С их перспективы они просто прикорнули на 20 минут. Большинству людей будет очень трудно в это поверить. Но если вы изучали теорию относительности Эйнштейна, скажем, вы оказываетесь в каком-то месте, где могли бы разогнаться до скорости света, например, вибрации, так, чтобы просто проскочить вперед на такой период. Технология древних строителей настолько опережает технологию инопланетян 4 и 5 плотности, с которыми мы общались на собраниях, на конференциях. Так вот, технология настолько опережает, что даже инопланетянам хочется прибрать ее к рукам. Это многомерная технология. Частично она может выглядеть как плита, но вся технология работает в других измерениях. Далеко не сразу мы поняли, что такие штуки на самом деле являются высокими технологиями. Для нас это было волшебство, вплоть до 20 века. А кто-нибудь докопался, как ею пользоваться? Конечно. Чрезвычайно интересно, что в стеклянных планшетах говорится об одном месте, куда в 1800-х годах стекались толпы людей. Полагаю, некоторые люди назвали бы их группами иллюминатов или элиты. Они посещали именно это место, некий грот или подземную пещеру. Он возвышался на 30 метров и был покрыт неким видом черного материала. Внутри можно было видеть древние иероглифы, которые по большей части расшифрованы, а еще отпечатки ладоней. На полу стояли 3 саркофага в форме буквы «Y». Посередине находилось нечто вроде ящика, размером приблизительно 10 на 10 сантиметров, подвешенного за дно и вверх. В нем сияла голубая кристаллическая матрица, как бы висевшая в паутине и державшаяся за 4 конца. Именно она и создавала временный колодец или временный пузырь. Что-то вроде мерцающего кристалла, похожего на кварц. Какой формы? Были ли у него грани? Да, грани были. Сам кристалл похож на кварц. Вы сказали паутина, что-то вроде оптоволоконного кабеля. Может и оптоволоконный кабель, но очень похожий на паутину, прикрепленную сверху и снизу. Вы сказали, что на паутине кристалл удерживали 4 стойки. Да, он был подвешен на них. Люди видели это в 1800-х годах, но ведь тогда не было электричества. Но были факелы. Люди, они, должно быть, страшно поразились. Могу себе представить, что находилось в саркофаге. Снаружи ничего не было видно. Чтобы забраться наверх и посмотреть, пришлось строить леса. Заглянув внутрь, они увидели очень высоких существ, великанов, гигантов с рыжими бородами. Их кожа из-за белого света они казались изможденными. Полагаю, из-за освещения.
Голубого света? Голубого света. Было ли в саркофаге еще что-то кроме существ? Возле саркофагов стояли банки и что-то еще. Мы предположили, что это пища или питье. Плечи находились в таком положении, как будто существ в саркофаг засунули. Больше я в саркофагах ничего не видел. Полагаете, они туда втиснулись? Оказались слишком высокими, а саркофаги предназначались не для них? Думаю, да. Не похоже на то, что саркофаги изначально предназначались для них. Интересно, что ведущий к тому месту подземный коридор весь покрыт наскальной живописью американских индейцев. Петроглифами? Да. Прямо у входа находился громадный круглый камень, который приходилось сдвигать, чтобы попасть в грот. Люди оставляли свои подписи, писали свои имена. Одно из имен было Авраам Линкольн. Кажется, он говорил о великанах. Возле Ниагарского водопада он произносил речь, в которой сказал, что великаны были здесь до нас и ходили по той же самой земле. Он воспринимал это очень серьезно. Он знал, что это факт. Судя по сведениям с планшета, чтобы сохранить это место, его, в конце концов, пришлось закрыть. Потому что люди, толпы людей, стали уничтожать петроглифы. Пришлось прекратить пускать группы элиты, приходившие поглазеть на гигантов. Тогда они создали мифы и сделали великанов частью своей религии, чем-то вроде богов. Кроме Линкольна, кто еще расписывался на стене? Я распознал только его имя. Возможно, это были люди из правительства или масоны очень высоких ступеней. Нечто в этом роде. Думаю, элита, занимающая самое высокое положение. Наличие петроглифов говорит о том, что это место обнаружили индейцы. Да, тулумусы поверх грота свидетельствуют о том, что для них это было священное или особое место. Не могли бы вы сказать, где оно было? Где-то возле устья реки. Точно не помню, в Огайо или Джорджии. Думаю, в Огайо. Существа как бы втиснуты в гробы и выглядят как рыжеволосые белокожие гиганты. Что вы знаете об этих рыжеволосых белокожих великанах? Они побывали только в Америке? И как давно? Что вы знаете о них, исходя из собственного опыта? Судя по тому, что я читал, таких статических существ находили по всему миру. По всей планете? Да, по всей планете. В некоторых местах кое-какие статические существа оказывались принадлежавшими к другой этнической группе. Представляется, они обнаружили технологию и научились ею пользоваться. Группы высоких рыжеволосых и рыжебородых существ находили в Европе, а также в Северной и Южной Америке. По-видимому, когда-то, до последнего ледникового периода они управляли огромной территорией. Являлись ли они пришедшими сюда инопланетянами? Я не сталкивался ни с чем, что указывало бы на то, что они были инопланетянами. Но некоторые группы убеждены в том, что эти существа были инопланетянами. Каков был уровень технологии у гигантов на Земле? Представляется, у них имелась очень продвинутая металлургия. Но отсутствуют какие-либо реальные признаки высокой технологии, которую мы бы сочли технологией. Повторю еще раз. Многие находки мы принимали за камни, а это оказались технологии. В базе данных, к которой у меня был доступ, мы не увидели ничего, что распознали бы как высокую технологию. И где же они раздобыли эту технологию? Где они доставали каменные плиты и саркофаги? Такие технологии буквально разбросаны под поверхностью Земли. Их обнаруживали во многих местах, где находили статических существ. Кое-где технологии не сработали, и существа погибли. Правда? То есть, вы утверждаете, что подобные технологии разбросаны везде, где только можно, но под поверхностью планеты. Наверное, если бы мы попытались сохранить нашу цивилизацию, потомки нашли бы кучу смартфонов. Как вы думаете, такими технологиями все постоянно пользовались? Наверняка. Все сделано на совесть. Плиты и саркофаги выглядят так, как будто вырезаны из диорита. Слушайте, они же продержались миллионы лет. Они очень древние. Сколько вы знаете мест в мире, где существа успешно пребывают в статичном состоянии? Десятки таких мест находятся в Соединенных Штатах, и по всей Европе, имеются даже в Азии. Много десятков.
Есть и азиатские статичные существа, а еще такие, похожие на восточных индейцев. Похожи ли они на наших современников-землян? Да, людей более поздних времен, когда они научились пользоваться подобной технологией. Но ведь на поверхности такая технология не обнаружена. Приходится спускаться в подземные города. Верно. А нам известно, как ее включать. Известно, как включать камень. Им управляют на уровне сознания, на интерактивном уровне. Как только люди поняли, что это технология, они принялись искать, как ее включать и выяснять, что она собой представляет. Делает ли она еще что-то, кроме создания временных пузырей? Других целей нет? Не знаю. Информация, которой я владел на тот момент, там речь не шла о том, зачем те существа вводили себя в состояние статики. После того времени существовала ли еще одна раса древних строителей, людей, находившихся в статичном состоянии? Нет. Участники программы понятия не имеют, что произошло с расой гигантов. Я слышал мифы и легенды, люди судачили о том, что она ушла в более высокую плотность, что ее представителей поубивали или что они уехали, но обещали вернуться. В программах об этом ходят разные слухи. Что же касается фактов, голых убедительных фактов, никто ничего не знает. Раньше вы упоминали о том, что когда мы смотрим на подземные города, сооруженные расой древних строителей, мы видим пирамиды. На изображениях, которые я видел, скажу сразу, лично я их не видел. На изображениях, которые я видел, в городах были пирамиды, плоские пирамиды. Они выглядели как хрустальные. Сквозь них можно было видеть. Да, если бы люди их увидели, они бы подумали, что пирамиды сделаны из хрусталя. На самом деле, они сделаны из высокотехнологичного прозрачного алюминиевого сплава. И какого они размера? Немного меньше пирамид в Египте. Я не знаю, какой цели они служили. Вы говорили, что каменные пирамиды сделаны из отдельных каменных блоков. А эти пирамиды монолитные? Да. Стороны пирамиды представляли собой одну плоскую поверхность и никаких стыков. А перламутровый блеск был? Или они просто прозрачные и острые? Нет. Они выглядели как кристалл. Имелись и другие структуры, полагаю, прямоугольные, некоторые со остроконечными крышами. Были и квадратные сооружения с чем-то вроде пирамид наверху. Вы рассказывали, что большинство спутников в нашей Солнечной системе, пригодных для застройки, уже были застроены, не так ли? Да. От прежних построек остались одни обломки. Как я уже говорил, позже, но все еще в отдаленном прошлом, инопланетные группы пытались стереть все намеки на то, кем они были на самом деле. Вот почему мы понятия не имеем о том, кто они такие. Все надписи, все петроглифы тщательно стерты. Технология плит, создающих временные пузыри, обнаруживается только под поверхностью Земли или в других местах, найденных на спутниках. Я ничего не слышал о том, чтобы подобные технологии находили не только там, где были статичные существа, а на местах сооружений древней расы строителей на спутниках нашей Солнечной системы имеется нечто похожее на прозрачные алюминиевые пирамиды. Да, структура из такого же материала. И пирамиды? Конечно. Но по большей части обнаруживаются башни. Множество перекрученных или перевернутых башен. Как будто что-то произошло, какое-то потрясение. Во многих местах, да, башни не такие нетронутые, как те, которые находятся под землей. Что-то похожее на массированный военный удар или на естественный катаклизм. И люди не поддавались искушению попробовать добраться до таких существ и вывести их из статичного состояния. Группы, стоявшие у власти, видели в них нечто вроде духовных богов и все такое. Поэтому существ не стали трогать. Что же касается самого вопроса, никакой иной информации у меня нет. Известно, что существа пребывают в статичном состоянии, и никто не знает почему. Также известно, что некоторые из них умерли, и что они пользовались технологией древних строителей.